1-0. А мы на очки играем? Ну давай, ну пусть меня какой-то будет тогда. 1-1. Сейчас я попробую крученый. Давай. Да. Это единственное, которое я умею. Видишь, типа, ну как бы он закручивается, и ты как бы по сути типа не успеваешь ударить. Ой. Не снимайте это. Чего я не хочу, во что попасть, это как бы найти какую-то, да, вот, допустим, аппликацию. Вот я вот нашла. И все время, да, и быть столько как бы, ну, не то, что известен этим, но как бы, чтобы это стало визитной карточкой, как бы, и типа бесконечно. Хотя можно так, как бы, много, потому что, и на самом деле я так чувствую, что, конечно, придется еще какое-то довольно большое время этим позаниматься, потому что много каких-то идей, которые, типа, нужно еще успеть, как бы, выполнить. Вот, но вообще это мне, ну, как бы, на всю жизнь, ну, или как бы, какую-то большую часть времени, это как бы, это скучно, во-первых. И как бы не... Ну, мне неинтересно. Ну, хочется побольше всякому научиться. Поп-арт возникает в конце 50-х годов, и в основном художники, они хотели... Это была такая реакция на предшествующее направление, на абстрактный экспрессионизм. И они хотели сделать искусство более доступным и пытались установить контакт со зрителем, более непосредственный. И вот поэтому очень интересно, что ты выбираешь технику аппликации, она такая очень яркая и сразу привлекает внимание. И как бы вот эта техника аппликации, она нам всем очень знакома с детства, да? То есть мы там в детском садике что-то сидим, вырезаем, и интересно, вот, почему ты решила делать работу в этой технике, значит, что тебя так в ней привлекает, и есть ли тут как раз вот этот момент такой, может быть, доступности во многом, да? Это интересно. Ну да, я просто же изначально, как бы, так как у меня живописное образование, вот, и как бы все равно я без этого как-то не могу свои работы создавать без какой-то, типа, ну не могу там, мне, например, все-таки комфортней. Ну хотя и видео, и фото я тоже делаю, вот, но комфортнее, конечно, типа, в этой среде более себя уверенно чувствую, в этой стихии, вот, и как бы у меня были какие-то просто практики, ну я просто понимала, что я не хочу делать просто холсты, просто живопись, ну как бы хотела что-то как-то выкрутиться, типа, что-нибудь, как бы нужно какие-то там, ну, как бы хоть что-то преподнести, ну, как бы добавить какую-нибудь фишку. Вот. Я делала там какие-то с гипсом, типа, смешивала, работы какие-то у меня есть. Вот. И просто какое-то все время, ну, поиск каких-то, типа, необычных подходов в итоге, как бы, вся, как бы, чем я сейчас, вот, как бы, в принципе, поняла, что вот как можно там следующую работу можно делать. Хотя, на самом деле, до этого я переживала, наоборот, что, как бы, получается, что очень многое от формы зависит. Вот, но... То есть форма, она уже диктует какой-то смысл, да? Ты ну, имеешь в виду? да, как бы получается так, но как бы это, ну, это не очень хорошо, наверное, все-таки, что, ну, я думаю, что все равно это дает мне просто на данном этапе, я могу, мне кажется, себе такое позволить, как бы, что, типа, я могу, как бы, от формы отталкиваться, пока училась, как бы, очень много и часто, как бы, давали ясно понять, что, ну, отталкиваться, отходя от формы просто изначально, это, типа, тупо, как бы, потому что ты, ну, как бы, просто делаешь какие-то, типа, вещи эстетические, вот, и, как бы, поработав, и, как бы, повзрослев, и, как бы, начав как-то самой решать и выбирать какие-то свои вообще, ну, проекты, свой какой-то путь, типа, практику, вот, я поняла, что нужно делать то, что на самом деле получается, просто то, что, как бы, действительно, то, что тебе удобно, потому что будешь, как бы, делать это более-менее хорошо, вот, и, как бы, аппликация просто это какой-то такой один из был моментов, когда я придумывала с какими-то разными, ну, опять же, да, как материалами делать. В садиках выдают какие-то наборы, там, квадратики, кружочки, треугольнички, и все должны, как бы, делать из этих, как бы, складывать какую-то там петушка обычно, ну, как бы, такую, типа, штуку. Вот, я подумала, что можно делать, как бы, тоже, как будто бы этот набор тебе выдали, вот, но ты там делаешь, ну, что-то там радикально не детское, что-то неприятное, что-то страшное, там, как я делала, там, дома, взрывающие бутылочки с, там, коктейлем молот, ну, что в таком духе, вот, какие-то такие, ну, как бы, это обычный прием, в общем-то, когда ты совмещаешь несовместимое. Ты начала рассказывать про сюжеты, да, то есть у тебя твои основные сюжеты — это такие интересные подручные предметы, такое даже хайдеггерское подручное средство, то есть то, что мы обычно используем, да, или сталкиваемся в каком-то, ну, в быту, в повседневности, и вот это тоже было свойственно для поп-арта, для художников, да, которые также изображали предметы массового потребления. Ну да, да. И интересно, вот как ты, например, выбираешь свой предмет, знаешь, вот почему ты именно его хочешь сделать? Там шуруповерт, да, или сигарета. Началось у меня с туалетной бумаги.
Ну, в общем, мне показалось, как бы это симпатичным, как бы лента, как бы красиво это может лежать, как бы там, что может тень откидывать, что есть грани, как бы еще сверху, внутри, ну, как бы много можно, как бы подумать, как бы можно найти много, как бы приемов, какие используют цвета даже в таком простом предмете. Ну, и какая-то шутка, что типа бумага из бумаги еще в таком духе. Ну, как бы у меня там какие-то первые работы с бумаги, они так клей какой-то другой, она там помятая какая-то, получается, волнистая, как бы, то есть очень буквальное какое-то даже такое изображение получается. А потом в дальнейшем просто начинаешь уже, когда ты уже начал делать уже что-то, вот эти работы, как бы какого-то типа, ты уже знаешь, какие у тебя есть материалы, как это все, уже как бы более-менее уже представляешь, как это все выглядит, ты просто замечаешь много каких-то таких деталей, которые просто типа такие ну, как бы мне просто очень подходит этот формат этих аппликаций еще в плане того, что он какой-то инфантильный, как раз вот то, что он говорит, что как бы детские аппликации, что он инфантильный, что у меня как бы есть какое-то такое чувство, что я могу делать типа, ну, что хочу, как бы не очень серьезно, как бы никто с меня с этого не спросит, потому что вот опять же я начала, ну как бы в Инстаграме это показываю, ну пощу в Инстаграме и в основном в Инстаграме, то есть я даже не пощу в Фейсбуке, нигде практически не, иногда вот тут, когда надо продать работу, я пощу их там, вот, а так получается какой-то такой даже Инстаграм-проект получается отчасти, и что есть какая-то типа понимание, что можно делать вообще любую как бы ерунду и находить поэтому как бы, поэтому находятся такие какие-то простые предметы, там кусок мыла просто на какой-то там на одного определенного цвета, там красиво совмещается с мыльницей, как бы это буквально 3 как бы листика, там 3 кружочка, как бы, ну вот, ну как бы может попробовать просто, как бы, потому что наконец можно попробовать, как бы для Инстаграма запостить, как бы, ну как бы, что появилось какое-то большое вообще поле для каких-то таких упражнений. Но я вот еще так это воспринимаю, тоже как какие-то цветовые какие-то практики, когда ты там типа придумываешь какие-то неожиданные, ну как бы работаешь, ищешь какие-то интересные сочетания там между друг другом, между работами, вот, ну как бы между тут разные там материалы, скользкие, не скользкие. Поэтому как бы, конечно, под это все подходит как бы все, что есть вокруг, все, что видно, как бы подходит. Ну, поэтому я все и использую. Я там просто стараюсь, типа, максимально, ну, все пробовать, как бы. У меня даже какие-то есть, вот если на сайте посмотреть, у меня там даже видео есть какие-то работы, типа, и фото, керамику вот я делала, и с электрикой, вот я бы хотела побольше что-нибудь делать с электрикой, с лампочками, как бы все это, ну, как бы просто, опять же, чтобы все. Я вот сделала, ой, она сломалась чуть-чуть. Я себе сделала просто такую штуку, которая заменяет окно, чтобы переводить, в общем-то, вещи. Ну, вот у меня есть первый, да, рисунок. Я делаю, чтобы просто у меня сходились потом детали. Допустим. Ну вот, видно, как бы я там вырезаю вначале вот это, с другой бумаги там вырезаю другую, типа, часть и склеиваю. Ну, просто благодаря этой штуке намного все быстрее получается. А так, в основном, все. Больше как бы, сложностей никаких нету. Как бы, можно и без этого делать. Я какие-то первые, ну, все серии работы делаю без этой штуки. Вот. Но это сложнее намного. Ну, как бы это просто неудобно. Электрика, да, на самом деле, несложно устроена, то есть ты там чуть-чуть как бы, ну, там, ну, на самом деле вообще сейчас на YouTube можно все посмотреть и научиться как бы, ну, реально очень многому, как бы на YouTube, как бы таким вещам. И просто ты как бы не боишься материала, ты не боишься там каких-то задач, как бы нету, по сути, перед тобой даже нету невыполнимых как бы задач, потому что ты уже знаешь, ну, я смогу там подиум сможешь сам сделать, ты знаешь, какую электрику сделать. Вот, например, я когда делала последнюю выставку во Фрагменте, например, полностью сама все, мы монтировали, как бы все, потому что как бы... Ты выставлялась, и ты же монтировала. Да, но мне не заплатили. Как монтажнику Да просто ладно. входила. Ну да. Такая аллюзия у меня возникает. То есть мы так уже упомянули немножко поп-арт, но с другой стороны, если мы обратимся к советскому искусству, нонконформистам, вот Михаил Рогинский, он как раз тоже очень часто изображал, знаешь, такую эстетику советского быта, вот эту повседневность. У него там разные утюги, джинсы. И вот, знаешь, у него как бы это все шло от такой нехватки, и он в итоге совокупности формировал, ну, вот своими работами, да, он говорил о какой-то такой, вот, знаешь, социальном environment, что ли, о такой среде. И вот у тебя тоже, да, есть вот мусорки, вот эти переполненные баки, которые нас сегодня окружают везде. Ну, да. И, знаешь, и вот у него как бы интересно, что все вот эти предметы, они у него были очень с характером, да, у него такого была определенная какая-то черта. В своих работах они тоже все очень разные, да, то есть у них есть какие-то свои определенные такие моменты, которые их отличают.
да, это какие-то детали, может быть, ты как на них смотришь, то есть они для тебя существуют больше как серия, да, такие, или они все-таки каждый вот отдельный со своим каким-то особым таким характером. Ну да, но это ну, как бы сложный вопрос, потому что как раз об этом очень много как бы думала, и уже как бы и просто было же, ну, уже ну, какие-то первые аппликации год назад появились, и я, ну, просто не в таком количестве, у меня не было возможности в таком количестве их делать, и, конечно, я там сразу же начала как бы думать, это как бы, как это выставлять все, и как бы тоже и какими сериями, то есть их можно на самом деле в разные серии все как бы переместить, но какой-то вот типа художник, который как-то рисует, работает именно с формой, еще изобразительной как бы именно частью, то так или иначе у него есть какой-то типа свой стиль, и он как бы все равно проглядывается, там даже в каких-то таких, ну, обычных, там, как он там, краски, как там использует, как лицо, вот всегда видно, вот у меня, например, поэтому мне не нравится ужасно рисовать людей, потому что мне вот, когда я вижу все, что я не могу, как бы я рисую все время в одном каком-то типа стилечке, и, наверное, вот это тоже вот, к слову, Они о похожи, предметах. да, все время получается? Ну да, ну они, во-первых, между собой похожи, да, и как бы и я не могу от него избавиться, как бы, потому что я неосознанно как бы это получается. И поэтому мне нравится, как бы, что вот так почему, ну, как бы, что вот начав брать какие-то формы, там, как бы я много там просто с интернета, с магазинов строительных, вот там, типа, материалов беру, как бы это просто абсолютно такие какие-то безжизненные, как просто предметы, которые просто, ну, как бы, которые, ну, просто красиво выглядят, как бы, красивую форму какую-то имеют. И вот здесь, как бы, стиль, если какой-то именно мой, мне кажется, он, как бы, слава богу, везде получается одинаковый. Ну, как-то потому что, мне кажется, были какие-то там пару работ делала, начала делать, я вижу, что они как-то, типа, ну, странно выглядят, они что-то как-то, то ли, вот я опять то, о чем я говорила, что то я где-то слишком постаралась, или там где-то, наоборот, слишком разленилась, как бы, они по-другому выглядят. А так вот мне нравится, пока более-менее они все, ну, в одном, как бы, в одной стилистике сделаны, и вот нету такого, все равно тоже вот от себятины какой-то супер нету, как бы. Обычно я вот просто то, что научилась в художественной школе, то как бы использую какие-то там композиции. Ты применяешь свое такое. Ну, конечно, да. И здесь это супер удобно, как бы, Да. потому что это намного интересней. А если, например, мы вернемся в 2015 год, когда у тебя была выставка на старте Вани Исаев дел, и там у тебя совершенно другие работы, то есть это как будто бы два разных художника, и там у тебя такой политический проект, занесенный, то есть как так получилось, что у тебя такое было прям политическое искусство, и ты перешла постепенно в такую вот зону таких подручных предметов, да? Ну, мне в этом смысле, кажется, и наоборот очень нравится. Даже что как бы это радикально, ну, совсем по-другому все выглядит. Как бы я только приехала сюда поступать в школу Родченко, поступила, и проходит полгода, и начинаются, собственно, как бы все эти события. Ну, еще не война, но вот события на Майдане. Я, конечно, ездила. Миллионы фотографий, видео, ну, пока непонятно, как с этим, ну, как бы, можно с этим пока работать, как бы, не так это и пока очевидно, в общем-то, что с этим делать, но просто какое-то у меня было, видимо, такое какое-то банальное чувство, что, ну, как-то, типа, мне будет неловко, ну, об этом вообще ничего не говорить, как бы делать вид, что я там не переживаю, ну, как бы я не переживаю, я тут искусством занимаюсь, как бы свою карьеру, ну, типа, хочу делать что-то там просто, чтобы покупали. Образование в школе Родченко, оно повлияло как-то на твою художественную практику? Ну, да, наверное, да, конечно, не без этого. Большую часть сыграл, конечно, Сергей Братков, у которого я училась, потому что, ну, какое-то просто раскрепощение, он, типа, очень классный же, веселый, свободный, вот, и в этом плане, как бы, я ему благодарна, потому что в плане, ну, как бы, чувствуешь раскрепощенность больше. Но, а с другой стороны, как бы, в школу Родченко я попала, там же были просмотры, ты сидишь в школе Родченко, показываешь все работы, и, как бы, сидят все, как бы, там, преподаватели со всех, какие-то там, например, вот я еще попала, ну, застала, вот, Дёготь, Катя была, и Давид Риф, допустим, потом это они ушли спустя год. И как бы сидишь, и они просто ужасно все. Как бы просто, ну, как бы без, как бы прилично сказать, ну, как бы просто, ну, это, ну, как бы такое чувство, Разнос. как бы, да, в общем-то, разнос, как бы, ну, как бы там, понятно, что, как бы там, ну, как бы каждый третий, там, как бы сидит чуть ли не, как бы, со слезами в глазах, и это, и тоже, как бы, ну, как бы просто это, ну, ужасно неуютно, как бы, конечно, когда какие-то умные, взрослые, просто как минимум для меня это было уже страшно. Люди, как бы, очень серьезно, там что-то очень долго, ну, как бы спрашивают, как бы, какие-то вещи, о которых ты просто раньше никогда не задумывался, типа, а почему все там, типа, графика, например, почему черно-белое?
блин, ну, особенно вот как бы то, о чем я говорю, что я очень долго переживала, что я просто отталкиваюсь изначально от формы. Я же не могу сказать, ну просто, я так вижу, я так посчитала, что это будет выгоднее как бы так выглядеть. Этого недостаточно, вот. И как бы это, нет, как бы это хорошо, и как бы я старалась очень сильно как бы напрягаться и оправдывать все не только как бы своей формой, как бы своим каким-то там видением, вот, и как бы какие-то идеи, как бы там больше посвящать намного идеям, типа, чем просто как бы делать. И это вот как бы это как бы был такой крутой опыт. Я думаю, что, конечно, это сильно повлияло. Но это же первое, у меня нету высшего образования, у меня только есть школа Родченко. Я поступила сразу после школы. Все этапы как бы все, ну как бы как надо шли. И эта мастерская тоже очень удачно вообще попала. Много просто еще людей как бы заходят, все время как бы спрашивают, почему все такое маленькое, почему такое маленькое, побольше, ну какие-то там галеристы, там, понятно, у них какой-то есть в этом коммерческий, типа... Интересно. Да, ну как бы, и что якобы это как-то все несерьезно, такие маленькие работы. Мне это не нравится, мне на самом деле не очень нравится, что я должна делать обязательно большие работы, и что как бы большие работы, они типа сложнее, и там как-то на них, ну, им должно быть больше внимания, чем, допустим, каким-то маленьким, как бы, это не заслуженно, вот, потому что я могу как бы маленькую делать, ну, как бы больше, там, и больше как-то вложиться, чем там большую просто из-за размера, вот, но это я подумала, что ладно, надо сделать, чтобы хотя бы просто увидеть вообще, работает ли аппликация, как бы, в большом формате, как бы, как это может выглядеть, вот, я там переживала, что бумага будет другая, вот, ну вот сейчас пробую, ну, это я просто вот то, что мы обсуждали, что нужно, ну, как бы я и делаю, потому что нужно, ну, буду подаваться на проект, ну, на конкурс. Расскажи. Это будет в Пинчуке конкурс для украинских художников. Только у них есть, типа, международный, вот, это будет для украинских. Вот. Ну и плюс надо уже как бы и там тоже что-то как-то показать себя. Вот. И в Украине, тоже в Киеве была бы как бы хорошая возможность, если бы взяли. Вот первая, которая типа я делала как тоже с детскими совсем портретами, ну, пап, вот, там с военными как бы. Да, я в Инстаграме видела. Да, с траурными. Вот, я думала, их может тоже, но в Украине это будет, мне кажется, не очень, как бы, конечно, там все это очень такой, как оголенный провод. Лучше там, короче, просто мусор, просто красивые вещи. Ну вот интересно, как там, потому что там же Киев очень сильно отличается в плане искусства. Ну не только тем, что там как бы это немного меньше во всем этом денег, меньше фондов, меньше вот там только Пинчук, грубо говоря, это какое-то такая, это как выставиться в Пинчуке, ну как бы это все, это круче, ну как бы лучше места в Киеве нету, получается, как бы типа, ну так, понятно, что есть как бы все равно галереи какие-то вот, но это типа такой самый лакшери, и это как предел, но различие самое основное, кажется, с Москвой, это в том, что там очень, типа, серьезная живописная школа, и как бы там просто, ну, там все живописцы, как бы, куда ни плюнь, как бы все живописцы, все графики, и как бы и хорошие. Как бы я так, типа, позиционирую, что вот я приехала, как бы я умею рисовать, как бы вот я приехала в Москву, потому что Москва, как бы, она не очень, я так поняла, живописная, потому что меня на просмотрах тоже очень часто говорят, вы сами это рисовали? Вы что? О, боже, хотя это, типа, такие простые какие-то этюды, ну, то есть, ну, как бы здесь, почему, ну, как бы так чувствуется, что здесь... Но больше, как бы, да, вот больше типа концепт. И иногда, наверное, это вот как бы это же много каких-то таких банальных как бы обсуждений, что там концепция хорошая, да, типа текст хороший, а выполнение типа фиговое, как бы, что такого много. А в Украине наоборот, как бы, типа очень классно все как бы делают, как бы какие-то живопись, но она просто живопись. Ну, как бы, то есть очень сложно, типа там как-то вот с какими, ну, как бы, ну, как мне кажется. Ну, просто это я смотрю... Нет, хорошие есть, конечно, там старшего поколения, но я просто смотрю там на молодых, на каких-то там на свои просто переживания как бы по этому поводу. Я думаю, что они там, ну, распространены. Как бы я училась в художественной школе, у нас... Потом все мои одноклассники пошли в академию в Наома, и просто оттуда выходит там, типа, да, 300 каких-то крутейших живописцев, и один, ну, там, может выставить, ну, когда-нибудь там где-нибудь, вот, типа, выставиться в Киеве немного. Но очень большая конкуренция в этом смысле. Не столь важно вообще, на самом деле, где, типа, находиться, где жить, как бы ты можешь жить там, где не нравится, и вообще, может, вообще во всем мире тебе не нравится, как бы не в этом дело, как бы важно, как бы жить там, где бы ты вот мог бы хотя бы, ну, вот, иметь возможность... Вот как здесь, например, вот у меня здесь есть, да, здесь есть вот возможности, идут мастерские, какие-то выставки, какие-то, ну, больше, чем в Украине, мне кажется, тоже, чем в Киеве. Вот для молодого художника каких-то здесь перспектив.